Вопрос. Как ты себя чувствуешь в связи с новым законом о пропаганде ЛГБТ? Я сейчас вспомнила свою одноклассницу, у которой семеро детей, и это, конечно, очень круто, и я даже очень хочу съездить к ней в гости и познакомиться со всеми. Хотя не знаю, может, уже теперь не позовет. Был у нас спор, опять же, по поводу происходящего вокруг. Ну, ладно, я уже была слегка пьяна, и это, конечно, было too much, в смысле, это было очень эмоционально. Я обычно не люблю так, ну, хочется нормально подходить с аргументами, ну, там не очень получилось. Короче, я спросила, ну вот и что наша страна-то вообще делает такого классного? Она говорит, ну вот же традиции, ценности наши. Я говорю, слушай, ну это классно, что у нас есть традиции, ценности. Ну вот, например, в моем случае, так как я являюсь лесбиянкой, наша страна не дает мне вот возможность завести семью, например. Ну и мне очень понравилась ее фраза, ну, несмотря на то, что у тебя есть такая особенность, мы тебя все равно любим. И все это теперь хуже даже не в контексте того, что вырезают там сцены из фильмов, из заграничных, из европейских, американских или старых, а того, что только вообще начали как-то появляться персоны на платформах очень классно и смело, где-то хотя бы вот на второй линии, третьей линии какой-то побочный персонаж, что-то еще, и сейчас все это прекратится. И кому-то я пыталась сказать, почему это было хорошо и почему это сейчас плохо. Хотя как будто бы это очевидно, но нет. Ну, опять же, с точки зрения общего контекста, ну, да, Пиздецова. Ну, Пиздецова не за меня, Пиздецова за молодых ребят. Ну, хотя я думаю, что все равно даже на наше поколение есть интернет и торрент, и все, и никто как бы не уйдет. И пусть никто не уйдет обиженным. Кому нужна информация, тот ее найдет. Ну, то, что люди, режиссеры там не смогут об этом говорить, ну, печально, не смогут. Будут тогда там какие-нибудь самиздаты, независимое кино, но все равно будут. Я, кстати, думаю, что, может быть, поэтому будет какое-то такое подпольное что-то снова. Всплеск какой-то, потому что, конечно, все равно нужно будет пространство, где люди захотят говорить честно и открыто о том, что их волнует. И я думаю, что у нас будут и киноклубы, и даже театры, из которых потом, через какое-то время, что-то вырастет и появится. Меня вообще почему-то всегда эта тема как-то обтекает. Ну, не то чтобы я ее избегаю, меня если спрашивают или заходит об этом речь, я открыто всем говорю. Но так как я не являюсь активистом, то меня это типа не касается. Ну вот зашла об этом речь с одноклассниками, я им сказала. Они, конечно, все посетовали. Ну и там были еще какие-то фразы типа «почему меньшинство должно диктовать большинству?». Больше всего мне нравится слово «диктовать», что вообще классно. Что вообще кто-то должен кому-то диктовать. Неважно, кто, большинство, меньшинство. Ну, мысль о детях отошла еще дальше. Потому что, ну, вообще непонятно. То есть ты там прикидываешь, ну окей, ладно, там садики, это все ерунда. Можно найти частные, там где-то объединиться, домашние, ну то есть можно решить. А вот школа и то, что будет через 7 лет, это вообще непонятно. У меня нет особо надежд, что через 7 лет у нас будет лучше. У меня есть такая ориентировка лет на 10, что будет такой долгий марафон, если все совсем не пойдет здесь по развалу. Ну, если не случится тут вспышка, которая резко тут все начнет сжечь, то, может быть, в долгую это лет 10. И куда там в долгую оно? Что там? Какие там ЧВК-центры построят? Кто там вообще будет? И что там вообще будет? Ну, в общем, шутка, которая уже не шутка. Как бы ни заговорили, что при Путине было не так уж и плохо. Но я не смотрю на это с пессимизмом, я смотрю на это как на процесс. Потому что меня как личность никто не запрещает. Что такое государственный уровень? Ну, в смысле, так у меня и не было его. А что поменялось? Мне было сколько? В 23 года у меня были первые отношения с девушкой. Я вообще осознала и вообще начала отматывать назад и находить в себе какие-то вещи. И вот 23, сейчас мне сколько там, 36, это сколько, 13 лет, да? Я как знала, что я не могу там в брак или еще что-то, или я как приходила к гинекологу и говорила, что я лесбиянка, и нет у меня контактов с мужчинами, и не нужно мне предохраняться. Но типа это так и будет. Если кто-то будет касаться моей почему-то частной жизни,
ну, я буду так нормально и отвечать. Но для меня это просто какая-то тряпка, которой помахали перед обществом, чтобы еще вывести больше на агрессию, чтобы ее культивировать, эту агрессию. Ну и опять же, да, потому что это система, а эта система не доведет людей до того, что нас начнут там со звездами сажать в вагоны и отправлять на расстрел или в лагеря. Ну, я в это не верю. Она просто слишком гнилая, слишком тупая и слишком ленивая для этого. А в то, что может прийти следующий, кто может так сделать, в это я верю. Вот и там будет уже да. А то, что сейчас там происходит, ну, это очередной такой правительственный фарс, который нужен зачем-то. Я к этому скорее как-то так отношусь. Я на себя это вообще не принимаю. Меня они точно не могут нигде запретить и ничего сделать. Ну и в тех одних отношениях моих достаточно длительных, которые мы совершенно не скрывали там, и с родителями дружили, и все. И мой знакомый, который недавно вышел из какого-то сана, то есть он всю жизнь был священником, и вот он поженился с моей другой знакомой, и вот мы какое-то время общались вместе, и вот у них был первый или второй год брака, и он мне сказал: я смотрю на вас, вы же такая классная семья. Ну, типа, я вот у православных или еще там в приходе не каждую такую встречал. Я думаю, все, это лучшее признание. Это надо распечатать и на всех стенах повесить.